Можно ли пересаживать волосы с подбородка, бороды на голову? Да, нормальная практика. А что насчет волос со спины, груди? Тоже практически можно. А руки, ноги? Да, это тоже используется иногда. А что насчет... Да и оттуда тоже можно. Вопрос в другом. Хотите ли вы вот такие вот результаты? Сегодня я хочу рассказать, почему не все графты одинаково ценны для вашей пересадки. И чем отличается апсейл в клинике, чтобы вы просто больше платили от реального плана и достижимого результата. И почему, несмотря на то, что уже сколько, 6 или 7 лет я изучаю пересадку волос, я очень редко использую нательные волосы для пересадки на голову. Подписывайся. Вы, как ребенок в Диснейленде, попадаете и видите столько вроде бы различных возможностей, а я говорю про клинику, про маркетинг, когда вы видите, что, о, блин, ну у меня небольшая донорская зона, огромная зона аллопеции, но вот тут говорят и про волосы с тела, и вот это, и вот это. Главное, что называется, плати, и это и есть задача, собственно, любой клиники, максимизировать свою прибыль за счет манипуляций вашими эмоциональными решениями. По-хорошему, наверное, нужно было бы показать вам одну из фотографий одного из известно популярных докторов, он признанный доктор во всем мире. Так вот, у него, я не буду его показывать фотографию, я просто вам опишу. У него на голове лобковые волосы и волосы с тела. И это выглядит, мягко говоря, не очень красиво. То есть, да, когда вокруг вас люди очень, что называется, образованные и не говорят вам о том, что, блин, а что у тебя на голове, не задают дурацких вопросов, он, наверное, и живет с вот этим, как бы, ощущением, что у него все нормально. Но визуально это выглядит все, мягко говоря, не очень. Я вам просто покажу некоторые, еще раз, результаты, которые я видел на конгрессе, где конкретно показывают, как результативность пересадки именно нательных волос на голову. И вы просто прикиньте и подумайте, хотели бы вы иметь такое. Получается, что не всегда отсутствие волос это эстетически плохо, потому что предусматривайте тот вариант, что может быть еще хуже. Лысина, по крайней мере, ну, натурально, естественно, и как бы в зависимости от определенных моментов она может даже выглядеть хорошо от формы вашего черепа, от того, идет вам или не идет. Да, может лысина кому-то не идти, но вы уверены, что ваши, например, лобковые волосы на голове будут смотреться лучше, чем лысина? Ценность графтов. Конечно, когда вы теряете волосы, ваши остаточные волосы донорские на вес золота. Например, самые лучшие ваши волосы это затылочные волосы. И здесь мы берем, что называется, курс 1 к 1. Но если мы сравниваем ваш затылочный, нормальный, лучший донорский волос, например, с волосом с груди, с тела, с подбородка, то курс будет меняться. Графты это не просто цифры, а качество не равно цифрам. Один качественный волос иногда равен 2-3 некачественным волосам. И вот это нужно обязательно учитывать при планировании того результата, который вы, возможно, получите. И 1000 графтов с затылка не равно 1000 графтов с подбородка или 1000 графтов, например, оттуда. Когда некоторые говорят, какая разница, откуда брать волосы, хочется объяснить, что волосы это отдельная биологическая система, которая всю свою жизнь жила в определенных условиях. И вам нужно считаться и пересаживать не просто волос, а всю вот эту систему, в которой она жила все эти десятки лет. Посмотрите, пожалуйста, на этот слайд, и сейчас мы его с вами разберем более детально. Я вам покажу один из очень хороших и наглядных слайдов, которые объясняют, как волосы, причем качественно, отличаются друг от друга. Эту фотографию я сделал на одном из конгрессов, где один из лучших специалистов, мировых докторов, доктор Умар Сануси, как раз таки показывает и рассказывает о качестве тех самых извлекаемых волос с разных участков тела. Здесь, как вы видите, у нас не одна донорская зона, а целых 12. Но самое интересное, что нужно смотреть и сравнивать с теми основными, скажем так, базовыми волосами, которые у нас на затылке, здесь они называются скальп, и то, что мы видим сразу. Что это за такие вообще цифры? 85%. Что это? Это тот процент, который находится у вас в активной фазе роста. Что такое анаген? Это фаза, скажем так, непрерывного роста вашего волоса. Если мы, например, сравним с зонами, вот у нас ноги,
руки, грудь. Только 20-30% волос находится в фазе активного роста. Все остальные волосы спят. И это первая проблема. Ведь большая часть этих волос вообще находится в другой фазе жизненного цикла. То есть они не соответствуют по многим параметрам, которые вы как раз таки можете увидеть в этой таблице. В среднем период анагена, фаза роста волоса у вас на голове составляет 2-6 года. Да, бывает больше, бывает меньше, иногда бывает значительно больше. Но если вы сравните, например, с другими параметрами, это недели, это месяцы. Если волосы, например, с затылка могут, как я и сказал, расти годами и отрастать в большую длину, то волосы из других участков тела, из-за того, что у них укороченный анаген, это и укороченная длина. И в чем вы можете заметить, соответственно, разницу при отрастании этих волос. Если неправильно особенно сделано распределение, могут быть где-то торчать вот просто такими антенками эти волосы, потому что они не отрастают длиннее, чем им положено, и в результате они просто начинают торчать среди остальной будущей прически. И ваш барбер, конечно, может очень сильно с этим замучиться, ну и вы в том числе. Если вы пересаживаете одновременно волосы, например, с затылка плюс волосы, ну, например, с груди, то рост у них будет абсолютно разный. Через год вы не увидите того результата, потому что они все растут в разных фазах. Считайте, что это разные органы с разной программой роста. И вот рядышком с анагеном есть, соответственно, показатель телогена. Ну, грубо говоря, это фаза спячки волос. И вот видите, чем ниже мы, скажем так, двигаемся от первой до, скольки у нас тут, 12 пунктов, тем более спящие волосы у нас становятся. Что более похоже у нас на волосы затылка, это ваши щеки. Да, возможно, для вас это будет сюрприз, но да, волосы со щек, это ваш подбородок и усы. Я еще ни разу не встречал, конечно, того, кто хотел бы пересаживать волосы из усов на лысину, но, тем не менее, это очень похожие волосы. Хотя, тоже, видите, период активного роста здесь очень маленький. Здесь вы можете увидеть даже скорость роста этих волос, они тоже отличаются. Это абсолютно разные органы с разными программами. Окей, разобрались с анагеном, с, скажем так, беспрерывным ростом вашего волоса. А дальше идет качество тех самых извлеченных волос, потому что волосы могут быть волнистые, толстые, тонкие, в зависимости от каждой специфики каждого волоса, их количества, а также зоны, куда их нужно посадить и нужно ли их смешивать с основными волосами, зависит то техническое задание, которое будет передано доктору. Когда волосы берутся из разных частей тела, нужно понимать, куда они будут конкретно сажаться и какую задачу они должны решать. И, казалось бы, мы говорим про уплотнение участков, где не хватает той самой волосистой плотности, но это уплотнение тоже будет выглядеть совсем по-разному. Потому что если делать все на ощупь, то опять-таки то, что я сказал чуть-чуть ранее, вы можете получить проблему с проявлением этих волос в самых неудобных, скажем так, частях вашей головы и вашей прически. Вот как вы считаете, когда вы идете в клинику по пересадке волос, вот насколько реально за 1 час времени, например, пускай 2 часа времени, ну пускай даже 3 часа времени сделать правильную калькуляцию и детализацию конкретно вашей пересадки волос прямо перед пересадкой волос. И когда кто-то спрашивает, а почему некоторые доктора так дорого стоят? Потому что некоторые из них тратят дни или недели только на подготовку к вашей операции. То, что делаю и я, подготавливая техническое задание для докторов, чтобы они уже получали конкретно то, что нужно сделать, и не тратили свое время. Потому что доктора — это хирургические исполнители, и не нужно от них ждать магию, и уж тем более, если вы платите 3, 4, 5 тысяч долларов или евро. Такие операции стоят обычно от 10, 15, 20, 30, 40, 50 тысяч долларов или евро. И только я это делаю намного-намного дешевле. Пока. И вы, кстати, как клиент, через год тоже будьте готовы к тому, что можете не обнаружить тех самых пересаженных волос, потому что фаза анагена, еще раз, различные донорские зоны имеют различную программу роста. И может получиться так, что, например, у вас берут волосы с подбородка, у них фаза анагена в этот момент заканчивается и начинается, соответственно, не сразу, а через какой-то промежуток времени. И вот этот промежуток времени может наступить очень нескоро. И у вас может возникнуть претензия к доктору, а где же те самые пересаженные графты и те самые волосы и объем. И доктора, которые с этим сталкивались, но не сталкивались, скажем так, с внутрянкой, почему это происходит, и также с тем, что многие доктора не умеют
правильно работать с клиентами, они получают плохой фидбэк, что волосы не прижились, хотя они могли и прижиться, просто нужно теперь ждать, когда взойдет тот самый фолликул и начнется фаза анагена. Про извлечение графтов. Ведь извлечение графтов — это еще один из сложных процессов, которые нужно, точнее для которых нужен опыт. Да, любой студент, который начинает особенно пересадку волос, и неважно в каком конвейере он работает, для него, конечно, хотелось бы получить какую-то голову, на которой можно тренироваться. Но даже на самом деле, то, что я заметил из своей практики, даже опытные доктора, опытные в пересадке обычных волос, не отказывают часто вам в том, чтобы пересадить волосы, например, или попробовать пересадить волосы нательные к вам. Для них это, как сказать, это что-то новенькое. Почему бы им не попробовать потренироваться, если уж тем более клиент просит, да? То есть, доктор, не могли бы мне пересадить там волосы откуда-то, с груди, с рук, с ног и так далее. Но профессионализм — это и есть та возможность, которая, базируясь на опыте доктора, позволяет тому самому доктору сказать вам «нет» в тот самый нужный момент. Один доктор умеет извлекать нательные волосы, второй доктор умеет ли или нет планировать, чтобы это все выглядело красиво и эстетично, комбинируя со своими собственными волосами затылка. Например, вот эти работы с конгресса, которые я вижу, вот вам наглядный пример, то, как выглядят некоторые люди после пересадки нательных волос. Вот нравится вам это или нет? Напишите в комментарии. Мне просто интересно ваше мнение. То есть для вас само наличие любых волос очень важно, или все-таки вы стремитесь к эстетике и к какому-то сочетанию? Так вот, доктора технически могут уметь правильно извлекать и сажать волосы. Бывают доктора, которые не умеют это делать, и вы их как бы на вас тренируются, но вы просто теряете свои волосы. Бывает та ситуация, что посадили, прижилось, и у вас получился результат, который, ну, грубо говоря, может быть, с каким-то промежутком времени начнет вас, мягко говоря, не устраивать. И тогда тоже, что вы будете делать? Извлекать эти волосы очень сложно и болезненно. Я пробовал на себе. Также в извлечении графтов очень сильно зависит то, чем и как вы извлекаете. Например, доктор Умар Сануси, у него свое изобретение, свой аппарат, который очень хорошо работает с извлечением нательных волос. Я это сам видел, многие доктора пробовали это на конгрессе, очень многие под впечатлением. Showed consistent result in all body hair types, all beard, body, and no exception. It doesn't matter where the hair comes, what part of the body we're talking about. И, конечно, некоторые купили те самые дорогостоящие приборы, которые позволяют извлекать эти волосы. Но еще раз, этого недостаточно. То есть это просто техническое исполнение. Не просто так последние годы, вот глядя на всю эту индустрию изнутри, я вам просто транслирую то, что вам никто не скажет. Все доктора — это технические исполнители. То есть, например, доктор съездил на конгресс, увидел, что есть машинка по извлечению нательных волос и подумал, ну блин, ну вот это будет моим преимуществом, потому что каждый пытается найти какое-то преимущество, кто-то изобретает какие-то несуществующие методы извлечения или там посадки волос, кто-то говорит, вот я пересаживаю длинные волосы, про это я тоже сниму. Пересадка длинных волос — это сложный процесс, который требует особую команду, особое оборудование и, конечно же, скрупулезно налаженные работы, так как, чтобы не потерять время и получить максимальный результат. И напомню о том, что максимум, вот как рассказывали опытные доктора со слаженной работой, действительно опытные доктора, за один день можно извлечь до 2000 волос и пересадить их соответственно. Поэтому да, это стоит намного дороже. Это такая тоже очень интересная маркетинговая штука. Ну, не только маркетинговое, то есть есть будущее, есть применение, но есть очень много моментов, связанных с длинными волосами. Об этом я расскажу, если вам интересно, тоже напишите комментарии и сниму, может быть, отдельное видео. Так вот, просто съездив на конгресс, там, например, и увидев, как работают другие доктора, купив эту машинку, начинают тренироваться на вас. Но без какого-либо эстетического сопоставления того, что должно быть, как нужно работать и чего нужно добиваться.
Еще раз, доктора в массе своей – это технические исполнители. Это не люди, которые лечат или должны лечить ваши волосы. Это не люди, которые должны разбираться и внедряться в вашу конкретную ситуацию. Это не люди, которые составляют техническое задание перед тем, как вам пересаживать волосы. Я называю это пересадку на ощупь. Это не люди, которые должны отслеживать, соблюдаете вы требованиям каким-то или нет. Да и требования обычно как бы дают какие-то общие по больнице. Вот это вот все я и беру на себя, и этим занимаюсь. Как раз таки заполняя своей работой и своими знаниями то, чего нет практически ни в одной клинике. Только у супердорогих докторов. И когда у вас возникает вопрос, а почему какие-то операции стоят 30, 40, 50 и даже до 100 тысяч долларов? Потому что там больше всего занимает как раз таки планирование, подготовка и детали подготовки к самой операции, а не сама операция. Да, есть доктора типа доктора Зарева, которые до сих пор не знают, как он это технически делает, но техническая часть, за любой технической частью кроется огромный план. То есть, если возьмете доктора Зарева, он готовит операцию для конкретного пациента иногда днями, иногда неделями. То есть он делает в неделю 1 или 2 операции. Куда уходит остальное время? На подготовку, а не на питье шампанского в кругу других докторов. То, что касается дизайна. Вот вы можете посмотреть, например, на одно из исполнений дизайна, скажем так, и планирования, то, что происходит в Индии. Но снова, нужно рассматривать все детально под микроскопом. Здесь конкретный тип волоса, здесь конкретный тип волоса на донорской зоне, который не сильно отличается от волос, которые у нас наверху. Почему я, например, говорю, что вот азиатские клиники, например, во Вьетнаме, в Таиланде, они очень быстро развиваются. Они покупают, на самом деле, часто очень хорошее оборудование. Они делают некоторые недорогие пересадки, если взять Вьетнам. Да? В Таиланде делают дорогие пересадки волос. Они достаточно аккуратно все это делают. Но почему? Что тогда не так? А не так то, что работа с разным типом волоса. Волос, если взять европейского человека, волос, он сильно отличается, точно так же, как и цветотип кожи, и тот дизайн, который нужно воплотить. Если мы берем, возвращаясь опять к индусам или другим азиатам, у них волосы на донорской зоне практически такие же, как волосы на той облысевшей части, которую нужно засадить. И задача намного сильно упрощается. То есть здесь не нужно комбинировать и подыскивать те волосы, которые будут мачиться и подходить затылок к тому волосу, который у вас остаточный волос еще остается на вашей лысине, если волосы такие есть. Ну или если таких волос нет, вам нужно подбирать волосы, которые у вас, соответственно, к вашим боковым зонам тоже подойдут. Вот когда я лично использую бороду, наверное, скажут, ну, конечно, когда большая аллопеция, и нужно взять недостающий материал, и тогда нужно брать недостающий материал из других зон, в том числе и body hair. Не обязательно. Иногда даже при небольших, скажем так, зонах аллопеции, если я вижу, что очень чувствительная донорская зона, если цветотип кожи тоже сильно отличается, и, скорее всего, будут видимые, скажем так, проявление извлечения тех самых графтов, тогда можно в некоторых случаях даже при небольшой аллопеции комбинировать волосы, например, подбородка, щек и затылка. И это не обязательно должна быть ситуация, когда только огромная аллопеция и, собственно, ограниченный донорский запас. Нужно рассматривать конкретную каждую ситуацию и составлять план, техническое задание для доктора и следить за выполнением того самого технического задания. Я это могу делать только со своими докторами или, по крайней мере, постараться это при личном участии в клинике. То есть только такие случаи я сейчас беру под своим личным контролем. То, где я точно могу повлиять и знать точно, что я повлиял, насколько я смог повлиять. За последние годы я видел огромное количество пересадок волос, последствий пересадок волос и под моим контролем, и с моими докторами, и не с моими докторами, и те, кто приходит спустя там 10-15 лет. Это мне помогает как раз-таки собирать и отслеживать те тенденции и ту динамику, что происходит с человеком
после пересадки волос, что нужно учитывать до пересадки волос, то есть все эти факторы. И что я могу сказать, что вот глядя на всю эту индустрию за сколько, 6 или 7 лет уже, и даже несмотря на то, что ко мне сейчас приходит больше за мегасессиями, когда действительно большая зона, и нужно использовать до 7, иногда до 7,5 тысяч графтов, да, мы это делаем. Да, привет докторам старой закалки, которые считают, что нужно размазывать по лысине там 2-2,5 тысячи графтов. Я с этим не согласен. Вот я вам покажу несколько результатов, когда мы брали до 7-7,5 тысяч графтов. Посмотрите на донорскую зону, посмотрите на пересаженные волосы. Все выглядит отлично. Доктора старой закалки работают по тем самым методичкам, что если ваша донорская зона составляет, например, там общее количество 10 тысяч графтов, то можно взять, например, только 25%. То есть вот все в количественных формулах. Это вот те же самые преподаватели, которые были у меня в университете, например, а я учился на экономиста. Но экономистов из них, к сожалению, видимо, не получилось. Они могли только преподавать. Практика и результативность требуют конкретного подхода и учета конкретных условий. Конкретные условия конкретного человека. Сколько ему лет, какая ситуация, какой волос, какой кожа, что делать. Потому что не всегда можно использовать, делать этапную пересадку не для каждого человека. Что такое этапная пересадка? Вот, например, как доктора старой закалки, они говорят, вот нужно извлечь сначала 2000 графтов, потом еще 1500, потом еще 1000. Ну, можно заработать очень много, да, этими пересадками. И того получить за 3 пересадки, сколько там, 5000 графтов, да, в то время как мы, например, если я вижу, что это возможно сделать с моими докторами, под моим контролем и с моим техническим заданием, мы можем это сделать за одну операцию. Причем аккуратно для вашей донорской зоны. Причем где доктор будет и извлекать волосы сам, и засаживать. Еще раз, что называется, привет тем старым докторам, которые привыкли, чтобы за них работали другие доктора. И в этом тоже иногда имеет смысл, потому что если кто-то умеет делать что-то лучше, например, извлекать графты, то как бы, ну, флаг им в руки. Но тут другой психологический момент есть. Если доктор сам и извлекает, и засаживает волос, то, что я обратил внимание на своих ребятах и со своими докторами, то и внутренняя личная ответственность того самого доктора вместе со мной намного выше. И результативность тоже выше. Поэтому есть, что называется, теория, а есть эффективная практика. А эффективная практика зависит от того, какая у вас ситуация и насколько глубоко кто-то в нее погружался. Или хотел бы погрузиться. То, что делаю я. Потому для меня не вопрос, какое количество графтов использовано, а какое по качеству, для кого и при какой конкретной ситуации. Но, еще раз, это мой личный подход человека, у которого прошел 2 пересадки волос, 2 неуспешные пересадки волос, и, к сожалению, кто начал разбираться в этом уже после 2 фейлов. Чего я вам очень не рекомендую. Эмоционально на что-то сподвигать себя, а затем, что называется, расхлебывать то, что уже получилось. А пересадка волос – это то, что будет с вами на всю жизнь. Это, к сожалению, не в солярий сходить. Подписывайся.